Единственная с двумя типами блокировки. Единственная с двумя не связанными друг с другом трассами. Единственная, на которой использовался трехниточный путь в регулярной эксплуатации. Единственная, которую хотели снести дважды и оба раза безрезультатно. Всем привет, меня зовут Макс, вы на канале Широко Шагая, и сегодня мы на Малооктябрьской детской железной дороге в Санкт-Петербурге. Не поднимали крышку? Нет, покажите как. Держи дуделку. Так, хорошо. Тут, конечно, все имеет вид немножко нелицеприятный, потому что вчера эксплуатировалось по полной программе. Я вижу, что там по лесам погоняли. Да. Да, слушай, классно. Доступ у тебя до всех узлов. Жаль, что узкая колея разрушена. Да, к сожалению. Так этих, конечно, дорог раньше было немерено, пока не начали сдавать металлолом. Они, конечно, и сейчас бы стояли. Выезжай там. Вот у меня там были съемки там по зонам поброшенным, там, конечно, лепота. Сталкер. Да. Второй сталкер. Там это, конечно. Местами там прям так вот заезжает, там вода разлилась уже там. Ага. Да. Прям едет так по воде. Путь вообще не виден, там сколько там, не знаю, метров 300-800, наверное, может, такие вот участки. Ну, не знаю, проверял он перед этим, ходил или нет, или так на обум Обычно пошел. никто не ходит. Никто не ходит? Ну, конечно. Пока не упадешь. Ну, конечно. Ну все, разрешение на занятие перегона получено. Поехали. До паровоза едем. Там будем перетаскивать свой корабль через пустыню и на перегон. Ленинград. КП-4 любезно восстановленный, отреставрированный и находящийся в нерегулярной эксплуатации. Паровоз именной, юный железнодорожник Ленинграда. Приписка Малая Октябрьская. Вот такой вот у него нехилый запас дров. Здорово. Не на один сезон хватит. Хотя я бы такой каждый день выгуливал. Прекрасная живая техника. Можно увидеть. Приезжайте в Петербург. Малая Октябрьская дорога. Кстати, этот вагон, который в подавляющем большинстве случаев цепляется к паровозу, называется тендер. В нем содержатся запасы воды и топлива. В данном случае дров. Может быть и уголь, и мазут. Да и вообще все, что горит, если честно. Он присоединяется к паровозу не с цепкой, а вот такой вот балкой. Это не просто просека, это максимально надежно. Вот, кстати, идет подача воды, кран открыт. Вот он шланг. Он даже видно немножко подтекания. И пошел. Паровозная эстетика. Все, друзья, преодолели паровоз. Член нашего экипажа. И мы М3 подзапрещающие и на перегон. Пишите письма. Вот с такой компанией мы поехали. Столько много людей на одной дрезине еще не ездило. На этой, по крайней мере.
дальше едет он один, без нас. Да, друзья, мы доехали только до моста, до самого разъезда нам не получилось. Пара слов. Трасса проходит по трассе, да, извиняюсь за тавтологию, Царско-сельской дороги, и тот разъезд Юный, по-моему, располагается на месте первого в России железнодорожного разъезда, построенного в 1838 году. Так что дорога у нас очень историческая на сегодня. А вот вся честная компания. 5 человек. Тянет. 7 лошадиных сил для дрезины избыточно. Кому надо, мотайте на ус. Ну а мы назад. Запрещающие. Друзья, вам никогда не доводилось видеть стрелку в никуда? Железная дорога, путь наезженный, там стрелка, но она не ведет ни в тупик, ни к соседнему пути, а просто под откос. А вот мне довелось такое увидеть. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, стрелка с централизацией, имеет свой номер. И вот такое неожиданное продолжение. Как вы думаете, для чего? Поставьте на паузу и напишите в комментариях. Будет очень интересно почитать. Вон, даже наката на ней нет. И знаете, скажу я вам, и хорошо, что на ней нет наката. Это одно из охранных устройств на железной дороге. Но охраняет оно железную дорогу не от каких-то террористов или нехороших людей, а охраняет она железнодорожный перегон от ухода несанкционированного. От несанкционированного ухода поезда со станции. В случае, если такое происходит, вагоны там покатились, или еще что-то, или там машинист с ума сошел и решил проехать перегон без разрешения, стрелку переводят, поезд выезжает на этот участок пути и дальше идет под откос. А все потому, что намного дешевле сбросить группу вагонов или поезд под откос, чем потом устранять последствия на перегоне. Все-таки может произойти крушение, авария, человеческие жертвы. Это называется сбрасывающая стрелка. Есть еще сбрасывающие остряки, улавливающие тупики. Мы их с вами когда-нибудь обязательно увидим. Вот и номер у нее 3СС. Стрелка номер 3, сбрасывающая стрелка. Это Питер, детка! Вчера он таким детским мостах были. Серьезно держался на рельсах, а не наоборот. Да, сейчас под мостом тогда развернемся. Уши побереги. Ну а дорога идет дальше. Люди работают, приближается светлое будущее, а мы тут какой-то ерундой занимаемся. Еще с чопами. Уши наши побереги, он и так нас услышит. Давай.
Не оценили наши шутки. Даешь дорогу молодым. Тем временем у нас красный входной. Он избавляет. Чему только учат на Малой Октябрьской. Молодое поколение не знает тормозов. Хотя бы дудят. Нас там уже встречает чоп в железке. Но нам не страшно, у нас свой чоп. Хотя бы сигнал дадим. Механик, стрелки по маршруту. Черт, за нами погоня. Ой-ой-ой. Черт, нет! 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 Живым не сдамся! Ой, какой! Бородатый ты какой! Нет! У меня разрешение! Не снимай меня, дяденька! Что, я тебя... Не отправляй в школу! Я тебя зафиксировал. Я тебя тоже зафиксировал! Все. Все на себя. Тынц. Вот такие вот прикольные лавочки для настоящих транспортных фанатов. Одна, вторая, третья. Это ж сколько колесных пар загубили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тут даже клейменные 91-го года. Демиховский машиностроительный завод. Все серьезно. Прикольно. Пойдемте по станции немножко погуляем. А станции в Петербурге начинаются с цветочков. Две платформы, разъезд, светофоры горят, движения пока нет. Там тупичок. Тепловоз приезжает с составом, обгоняется через тупик, объезжает, скорее всего, по этому пути. Ну там, парни отрываются. Счастье. Очень все красиво, аккуратно, опрятно. Вон урночки с пакетами, лавочка. Все есть. 2021 год, 73 сезон. На железной дороге движение прекращалось всего один раз. В 2020 году, когда начался ковид. До этого каждый год юные железнодорожники выходили на летнюю практику, где своими ручками и ножками отрабатывали знания, полученные. Дорога расположена очень удобно. От станции метро Купчино идет прямо в город-спутник Пушкин. Станция Царскосельская находится как раз в Пушкине. Дублирует большую железную дорогу, которая здесь за забором. Мы приехали сюда, на Царскосельскую, как раз потому, что здесь расположено депо и музей в его стенах. Обязательно посмотрим, что там внутри. Общая протяженность южной трассы Малой Октябрьской дороги составляет почти 10 километров. Это очень много. Она вторая по протяженности. Длиннее только Малая Забайкальская детская железная дорога в городе Чита. Там 11,6 километра. Как же нам повезло застать настоящий Питер. А то в этом году все как в какой-то пустыне. А тут приехали, вон, пожалуйста, настоящая ленинградская погода. Зато как приятно проехаться на дрезине, какая свежесть. Класс. Кстати, а где там наша дрезина? Так, ну-ка, господи. А нашу дрезину уже оккупировали юные железнодорожники. Эх, юность, прекрасная пора. Вот кому надо на испытание дрезину отдавать.
Как раз начался дождик. Предлагаю осмотреть экспозицию музея в депо. Вот мы видим восстановленный тепловоз Ту-2 0,60. Хотя по секрету скажу, это не 0,60. Машина не на ходовом состоянии, но как статичный экспонат более чем. Конечно, присутствуют небольшие огрехи в виде фольги, но с другой стороны, давайте скажем спасибо, что вообще восстановили. У нас есть возможность посмотреть на то, какими тепловозы эти были в реальности совсем недавно. Ну а за ним прицеплен фирменный поезд «Сказка». Вагончики ПВ-40, 5 штук, фирменные окраски с фирменными шторками. Все сохранено так, как оно эксплуатировалось. Вагоны проходили капремонты, поэтому на них установлены двери нового образца, новые окна. Весь состав остался на хранении. Также в наличии ПДшка. В отличном состоянии. Машина ходовая. Технику восстанавливали в оригинал. Рабочая, у нее радиатор. Светотехника. Ну-ка, открывается? Нет, открывается. Пол зашит алюминием. Руль. Давайте залезем. Только тихо. Приборный щиток минималистичен. А здесь больше ничего и не надо. Мы видим землю. Вот такой вот вид от первого лица. Привод стеклоочистителя. Работает. А вот и салон. Столик, лавочки. Здесь еще места. Да, можно неплохо посидеть. Там лампа уютная. Теплый желтый свет. Переступ колес. То, что надо. Так. Ну-ка. Да, все открывается, все рабочее. Извини. Складной столик. Вот такая вот реликвия узкоколеек. Мало их осталось, тем ценнее. Также мы можем лицезреть красивейший узкоколейный тепловоз Ту-3. Можно его называть ТУЗ, но это Ту-3. Производство ЧКД Прага. Да-да, те самые ЧМ-3, ну, когда-то ЧМ-2. Тот же завод делает. До сих пор, кстати, в Европе, в Венгрии, по-моему, катаются и очень хорошо себя чувствуют. Отличается диковинной формой путеочистителя. Классное остекление, очень хорошо все видно. Можем здесь полюбоваться на тележку. Вот такая вот. Но, честно признаюсь, восстановлен, ну так, в попыхах. Вот тут вот дверь заделана, ну как-то так. Ну, хотя бы фары вставили симпатичные. Вообще, давайте скажем спасибо, что тепловоз хотя бы в таком состоянии. Да, это не ходовой, это просто коробочка на колесах, но уже очень приятно, что на нее можно полюбоваться. Ту-3001. Такую табличку новодельную заказали. ЧКД Прага. 57-го года техника. Чем-то отдает Швейцарии. Красиво. Это отреставрированный макет в натуральную величину поезда еще царских времен. А если быть более конкретным, самой первой царско-сельской железной дороги. Паровоз проворный. Все в натуральную величину. Такая махина, да, после обычных карет-то. Проворный. Вагон первого класса, купейный. Причем купехи там должны быть изолированы перегородками друг от друга. Ну, как кареты, опять же. 4 дверки с ручками. Покрашен в синий цвет. Исторически так сложилось, что первый класс это именно синий цвет. Поэтому фирменные поезда на Октябрьской дороге, там, по-моему, экспресс какой-то там был. Николаевский экспресс, кстати, да, Николаевский экспресс, он был стилизован под царское время, и вагоны имели именно синюю окраску. Вагон третьего класса, он там на нас созерцает какой-то офицер, грозный. Вагон третьего класса, цвет красный. Ну и красивый оранжевый вагончик. Вагон второго класса. Уже и по размерам меньше. Цепочки вот такие вот. Просто 2 буфера и цепь, как упряжка. Ну и 4-й класс.
холопы, зачем вам даже крыша? Ну зато прикольно, в хорошую погодку, так с ветерком прокатиться. Чё бы и да. Ну-ка, что у нас там происходит? Лавки. Нормально. Также в экспозиции представлены фотографии. Узкоколейные дороги, детская железная дорога, образцы формы. Эта синяя была актуальна до недавнего времени, сейчас, ну, вот такая вот. Такая. Украинская форма. Донецкая дитячная залезница. Кто знает лучше, как это произносится, поправьте. Прикольно, что сохранена петличка. Ну, такие аксельбанты, тоже очень красиво. Оставим фотографии. Кстати, интересно. График движения поездов. Этапы строительства депо, где мы сейчас находимся. Техника, используемая. Ну и все. А вот мы с друзьями с Малой Октябрьской дороги выгуливаем дрезину прямо по асфальту. Ух, какая проворная лошадка. Все-таки мы хотим подать поезд к вокзалу, но кроме нас движения здесь нет, поэтому будем брать все в свои руки. ГГ. Оставили немножечко наката на Царскосельской дороге. Затрется скоро. Вот только что была питерская погода, а эти парни прям под дождем. Молодость, чудесная пора. А рельсы здесь могучие R50. Из-за чего путь кажется просто титаническим. Тут еще у парней небольшой макет есть. Прикольно, коровы пасутся, туннель, электрифицированный путь, вагон. Ну, тепловоз немножко немецкий. Ага. Класс, такое богатое путевое развитие. Цистерна, полувагоны на погрузке. Такой крупный макет. Очень аккуратный, качественно сделанный. Эстетическое удовольствие. В депо стоит и сушка, и угловатый сапсан, а еще пассажирский вагон. А вот и ЧМ-3, родственник того самого Тузика, правда уже в РЖДшной окраске. Но я думаю, вы все узнали, о ком идет речь. А здесь вроде как буфет или кафетерий. Картины с Царскосельской железной дорогой. Ну, неудивительно. Кто знает, может, вот эта картина иллюстрирует место, на котором мы прямо сейчас с вами находимся. А вот, кстати, и паровоз в эксплуатации. Одно из фото. Да, правила поведения. Юный железнодорожник обязан. Да, все правильно. Приучают к работе на большой железной дороге. Вот. ДСП, релейная, ДС. Гальюн есть. Да, класс. Картины с историческими моментами дороги. Не, форма раньше была лучше. Мастерская СЦБ. Вот тут наши юные угонщики. Ну вот, друзья, мы побывали с вами на железной дороге.
проложенной по трассе первой Царско-Сельской, на которой готовится наше будущее поколение железных дорог. Будущее за ними, как ни крути. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока-пока. Увидимся.